Привет! Сегодня передо мной стабилизатор для смартфона DJI Osmo Mobile 7P. Если ты снимаешь видео на телефон и хочешь добиться плавной профессиональной картинки, это устройство точно стоит твоего внимания. Проверим, чем он хорош, что умеет и стоит ли он своих денег. Перед тем, как перейти к функциям, давай покажу, что идет в комплекте с Osmo Mobile 7P. Стабилизатор Osmo Mobile 7P уже со встроенной штангой и штативом. Магнитное крепление для смартфона, многофункциональный модуль с подсветкой, трекинг-камерой и поддержкой микрофона. Два кабеля, один для зарядки, другой для подключения модуля к телефону. Мягкий чехол для переноски. Теперь пару слов про магнитное крепление для смартфона. Оно надежное, фиксирует телефон крепко и не дает ему смещаться. Но есть один момент. Надеть его одной рукой очень неудобно. Раздвигать крепление нужно двумя руками и при этом обязательно точно установить по центру. Если сместить, будет дисбаланс, и стабилизатор может дергаться и выдавать ошибку о необходимости выровнять устройство. А вот это многофункциональный модуль. Он подключается снизу через магнитный интерфейс. Просто совмещаешь метки и защелкиваешь. Для того, чтобы отсоединить этот модуль, необходимо нажать кнопку на корпусе модуля. Что он дает? Встроенный свет с регулировкой яркости и цветовой температуры. Отдельную камеру для трекинга, работающую даже без приложения. Распознавание жестов для запуска съемки. Поддержку беспроводного микрофона DJI Mic Mini. Возможность использовать трекинг и жесты в сторонних приложениях. Про него поговорим чуть позже. Первое, что ощущаешь, когда берешь Osmo Mobile 7 в руки, это насколько он легкий, удобный и компактный. Весит примерно 300 грамм, при этом ощущается прочно. Ничего не болтается, все собрано надежно, люфтов нет. Покрытие корпуса матовое, приятное на ощупь. Он не скользит в руке и даже при долгой съемке не устаешь держать. Органы управления расположены удобно. Джойстик управляет поворотами камеры влево-вправо, вверх-вниз. Кнопка М переключает режимы стабилизации, включает-выключает стаб, ставит в ожидание. Курок многофункциональный. Один раз включение-отключение Active Track. 2 раза возвращение в центр. 3 раза поворот телефона на 180 градусов. Удержание, режим блокировки. Отпускаешь, стаб возвращается к работе. Сбоку порт USB-C для зарядки. Из фишек встроена телескопическая штанга. Выдвигается легко, люфтов нет. Удобно для селфи, съемки от первого лица или просто для более широкого кадра. Снизу встроенный штатив. Ножки раскладываются буквально за секунду. Можно поставить стаб на стол, землю, снимать таймлапс или просто вести съемку без рук. Теперь давайте разберемся с режимами стабилизации. Они переключаются одним нажатием кнопки М. Эта кнопка находится слева от джойстика. Вот какие режимы здесь есть. PTF – Pan and Tilt Follow. Камера плавно следует за движением твоей руки влево или вправо и вверх-вниз. Ось наклона вбок зафиксирована. Это универсальный режим, отлично подойдет для влогов, прогулок и динамичной съемки. Следующий режим – Pan Follow. Здесь камера следует только за движением вправо или влево. Вверх или вниз и крен зафиксированы. Идеально для плавных панорам, когда важно сохранить горизонт. FPV – Pan, Tilt, Roll, Follow. Полная свобода. Стабилизатор повторяет все движения руки, повороты, наклоны, крены. Дает эффект живой камеры, хорошо смотрится в экшн-сценах и эффектных переходах. Spin Shot позволяет делать плавные вращения по оси. Просто двигаешь джойстик влево или вправо, и камера закручивается. Выглядит кинематографично, особенно в клипах и монтажах. Лок – заблокированный режим. Стаб не следует за движением руки,
Камера остается строго направлена в одну точку. Подходит для съемок слайдером, таймлапсов и статичных объектов. Итак, начинаем пробы. Зум в положении 1. Сейчас у нас телефон Samsung Galaxy S24 Plus находится на стабилизаторе. Мы снимаем со стабилизатором. Зафиксировано, то есть режим выбран такой, то есть мы можем поворачивать вдоль, но горизонт зафиксирован. Я пошел. Теперь я бегу. Теперь съемки я использую тоже приложение DJI. Сейчас я не использую стабилизатор, снимаю с руки. Стараюсь держать ровненько. Я иду. Сейчас я побегу. Так. Ну как-то вот так. Режим захвата объекта. Идем. Побежали. То же самое, но с руки. Я стараюсь ровно держать и пробежать. Это без стабилизатора. Система слежения за объектом здесь доведена до совершенства. Искусственный интеллект в том объеме, в котором он здесь присутствует, работает очень неплохо. Мне очень понравилась возможность того, что когда вы пропадаете из кадра при каком-то увеличенном значении зума, система сама отведет зум до минимальных значений, снова найдет вас, снова начнет следить за вами и при возможности вернет зум на прежнее значение изначально. Здесь это выполнена функция очень качественно, очень продуманно, и все это работает. Отдельно хочу отметить режим. Это Dynamic Zoom. Здесь работает не физическая стабилизация, а цифровой эффект, который создает зрелищное приближение или отдаление объекта с фоном. Перед тем, как подвести итог, скажу, что я специально не стал делать длинное перегруженное видео. Некоторые функции остались за кадром, просто чтобы обзор смотрелся легко и по делу. Плюсы. Компактность и легкий вес. Спокойно помещается в наплечную сумку, носить с собой в сумке неутомительно. Хорошая стабилизация. Даже в движении. Шаг, бег, панорамы. Все достаточно плавно. Active Track. Очень удобная функция. Встроенная выдвижная штанга и штатив. Реально удобно и без лишних аксессуаров. Многофункциональный модуль. Свет, трекинг без приложения, поддержка микрофонов. Универсальность. Подходит и для блогеров, и для семейной съемки. Работает со сторонними приложениями. TikTok, Instagram, системная камера. Минусы. Крепление для смартфона требует сноровки. Одной рукой не наденешь, нужен стол или поверхность. Иногда при съемке стаб проявляет интеллект и поворачивает в ту сторону, куда нужно ему, а не вам. Управление жестами в моем устройстве не работает. Так стоит ли покупать DJI Osmo Mobile 7P? Если ты снимаешь на смартфон и хочешь снимать проще и с меньшей усталостью, однозначно стоит. Нужно понимать, что это инструмент. И как к любому инструменту, к нему нужно приноровиться и привыкнуть. Он делает за тебя кучу работ, от стабилизации до съемки без оператора. DJI добавили новинки, которые реально работают.
Так что если ты снимаешь контент, блоги, репортажи, прогулки, обзоры или просто хочешь плавную картинку с минимумом усилий, это достойный вариант. Заменит ли этот стаб в комплекте со смартфоном хорошую камеру со сменной оптикой и стабом для подобной камеры? Однозначно нет. Но это другая стоимость, другой подход и другая мобильность. На этом все. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Я с радостью отвечу. Ставьте лайк, если было полезно. И до встречи в следующем видео.